Сегодня известный пародист Максим Галкин прибыл в одну из самых загадочных стран мира – Новую Каледонию. Максим Александрович будет первым артистом в мире, кто когда-либо давал концерты в этой стране. Зрителей Галкина в первую очередь интересовал вопрос, на каком языке будет выступать пародист. Аборигены Новой Каледонии отметили, что им просто хочется увидеть одного из самых известных пародистов в мире, а язык выступления для них не важен. Однако местные жители попросили, чтобы пародист включил в свой репертуар побольше песен и плясок. Напомним, что несколько дней назад Максим Галкин в сопровождении Михаила Прохорова и английского бизнесмена Яна Колика прибыл в Австралию для проведения сольных концертов. Прохоров и Ян Колик отправились в Новую Каледонию, где были задержаны местными аборигенами. Аборигены племени Канаки выдвинули условия для освобождения бизнесменов. Это выступление Максима Галкина в их стране. Максим Александрович, давая интервью австралийской прессе, не скрывал своего волнения, ведь его ждет путешествие в одну из самых загадочных и непредсказуемых стран мира. В Новой Каледонии есть один концертный зал и две трехзвездочные гостиницы, в одной из которых и остановился Максим Галкин. Вождь племени Канаки лично прибыл на встречу российского пародиста. По словам местных корреспондентов Новой Каледонии, вождь и Максим Галкин понравились друг другу, и предводитель племени Канаки назвал Максима очень ласковым и добрым. Однако то, что предстояло сделать Максиму Галкину, явно шокировало пародиста. По законам Новой Каледонии каждый почетный гость, прибывающий в эту страну, должен поучаствовать хотя бы в одном из трех испытаний. Как заявил вождь племени Канаки, это знак особого уважения к почетному гостю. Если к нам прибывает почетный гость, мы должны убедиться, что он настоящий мужчина. Для этого у нас есть три испытания, объяснил вождь племени Канаки. Максиму Александровичу предложили выбрать одно из трех испытаний. Или побороться на поясах, поучаствовать в охоте на крокодила, или же прокатиться на дрессированном кенгуру. Российский пародист деликатно отказался от первых двух испытаний и выбрал поездку на кенгуру. Галкин после пройденного испытания дал интервью корреспондентам Новой Каледонии. Максим заявил, что влюбился в эту страну, и она напоминает ему параллельную вселенную, похожую на вечную сказку. Стало известно, что концерт Максима Галкина в Новой Каледонии состоится завтра, а после аборигены обещают позвать его на совет племени. Также стало известно, что концерт российского пародиста будет полностью благотворительным, а в знак благодарности местные аборигены обещают сделать для Максима Галкина и его друзей незабываемый ужин.